Какой лифт в мире убил больше всего людей? Не тот, о котором вы думаете. В Нью-Йорке есть лифт, который однажды проехал 48 этажей без остановки со скоростью вдвое выше нормы, и люди внутри выжили только потому, что успели лечь на пол. В Китае лифт зажал человека дверями и поднял его на высоту 6 этажей, прежде чем система среагировала. Но самое страшное не скорость и не неисправность. Самое страшное то, что большинство смертей в лифтах происходит в зданиях, которые вы посещаете каждый день. Вот 15 лифтов, после которых вы дважды подумаете, прежде чем нажать кнопку. 15 место. Лифт в отеле Сисил в Лос-Анджелесе. Это здание известно десятками смертей за свою историю, но лифт здесь особен. Когда техники поднялись на крышу, они обнаружили тело 21-летней Элизы Лэм в одном из водяных баков. В феврале 2013-го постояльцы несколько дней жаловались на странный вкус воды из крана. Чтобы добраться до крыши, она воспользовалась служебным лифтом. Записи с камеры видеонаблюдения показали ее последние минуты. Она нажимает кнопки всех этажей подряд, выглядывает в коридор, прячется обратно, делает странные движения руками. Двери лифта не закрывались несколько минут, хотя никто снаружи не стоял на пути у датчика. Как именно она попала внутрь запертого бака на крыше, следствие так и не установило. 14 место. Лифт шахты «Бесплатный штат» в Южной Африке. Официальная причина смерти — случайное утопление. Это один из глубочайших лифтов в мире. Он опускает горняков на глубину 3900 метров под землю. Температура на такой глубине достигает 60 градусов по Цельсию без систем охлаждения. Человек теряет сознание за несколько минут. Скорость спуска — 60 километров в час. Система аварийного торможения сработала, но удар о направляющие был настолько силен, что несколько горняков получили переломы позвоночника. Лифт завис на глубине 2000 метров. В 2009-м трос одной из клетей дал слабину на полпути вниз. Спасательная операция заняла 19 часов. Все это время люди находились в кабине при температуре 45 градусов. 13 место. Лифт башни АОН-центр в Чикаго. В октябре 1979-го кабина лифта сорвалась с 18 этажа. Внутри находились 4 человека. Система аварийного торможения, так называемый губернатор скорости, не сработала вовремя. Кабина пролетела 7 этажей, прежде чем захваты зацепились за направляющий. Все 4 выжили, но 2 получили тяжелые травмы. После этого случая в Иллинойсе ввели обязательный ежеквартальный осмотр всех лифтов в зданиях выше 20 этажей. 12 место. Лифт в торговом центре Бангае в Сеуле. Расследование показало, трос был изношен на 60%, а плановое техническое обслуживание не проводилось 8 месяцев. В 2012-м грузовой лифт на подземном этаже парковки зажал 42-летнюю женщину между дверью и стеной шахты. Датчик давления на дверях не сработал. Лифт начал движение вверх. Охранник заметил произошедшее через камеру и нажал аварийную остановку через 12 секунд. Но за это время кабина поднялась на 1,5 этажа. Женщина погибла. Проверка выявила, датчик двери последний раз проходил техосмотр 3 года назад, хотя регламент требует проверки каждые 6 месяцев. Владелец торгового центра был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. 11 место. Лифт небоскреба Умеда Sky Building в Осаке. Лифт между башнями частично проходит снаружи здания, через прозрачную стеклянную трубу, открытую всем ветрам. Здание само по себе необычное. 2 отдельных небоскреба соединены на высоте 173 метров открытой смотровой площадкой. При порывах ветра свыше 80 километров в час лифт начинает раскачиваться в шаг. В январе 2018-го при тайфуне система зафиксировала боковое отклонение кабины на 22 сантиметра от центральной оси. Лифт заблокировался автоматически на высоте 140 метров. 16 туристов провели внутри 40 минут, пока ветер не стих до безопасного уровня. Снаружи стекло кабины было открыто небу. Никакой стены, только воздух и город внизу. 10 место. Лифт в нью-йоркском офисном здании на Манхэттене, где в 1999-м мужчина по имени Николас Уайт застрял на 41 час. Он вышел покурить в пятницу вечером, вернулся в лифт, и кабина остановилась между этажами. Николас нажал кнопку тревоги. Она не работала. Домофон молчал. Здание опустело на выходные. 41 час он провел в кабине площадью 2 квадратных метра без еды, воды и света. Только аварийное освещение мигало каждые несколько минут. Камера видеонаблюдения записала все, как он мерил шагами кабину, пытался вскрыть панель управления, ложился на пол, снова вставал. На 38-м часу он попытался выбраться через люк в потолке. Не смог. Его обнаружили только в понедельник утром, когда здание открыло. После освобождения Николас подал в суд на управляющую компанию и получил компенсацию. Однако так и не смог вернуться к нормальной жизни. Замкнутые пространства вызывали у него панические атаки до конца жизни. 9 место. Лифт шахты Султана в Индии, штат Джарханд. В 2011-м подъемная клеть с 23 горняками сорвалась с глубины 800 метров. Трос не оборвался. Он намотался обратно на барабан лебедки из-за сбоя в системе управления. Клеть пошла вверх с утроенной скоростью и ударилась о верхний упор шахты. 14
15 человек погибли на месте. 9 выжили, но 3 из них остались инвалидами. Расследование установило. Электронный блок управления лебедкой был заменен на неоригинальный китайский аналог за 3 месяца до аварии для экономии средств. Разница в стоимости между оригинальным блоком и заменой составила $800. 8 место. Лифт башни Принцесса в Дубае. Это один из самых высоких жилых небоскребов мира. 301 метр, 63 этажа. В августе 2012 в здании произошел пожар. Несколько жильцов вызвали лифт, не зная, что при пожаре система автоматически должна опускать кабины на первый этаж и блокировать их. Автоматика сработала с задержкой. 3 человек успели войти в лифт на 23 этаже. Кабина двинулась вверх вместо того, чтобы идти вниз, и остановилась на 37-м, где дым от пожара был наиболее густым. Дверь открылась. Все 3 получили тяжелое отравление угарным газом. Один мужчина скончался в больнице через 2 суток. 7 место. Лифт жилого дома в Екатеринбурге. В марте 2018-го 8-летний мальчик вошел в кабину лифта на 1 этаже. Двери закрылись, но лифт не тронулся. Мальчик нажимал кнопки несколько минут без результата. Затем кабина резко пошла вниз, хотя 1 этаж уже был нижней точкой маршрута. Под кабиной находилась шахта технического обслуживания глубиной 3 метра. Амортизирующие буфера на дне шахты смягчили удар. Мальчик остался жив, но получил компрессионный перелом позвонка. Выяснилось, что лифт эксплуатировался с истекшим сроком технического освидетельствования. Последняя проверка проводилась 6 лет назад. Управляющая компания получила штраф в размере 300 тысяч рублей. 6 место. Лифт отеля Embassy Suites в Чикаго. Атриум отеля открытый, кабины лифтов движутся снаружи вдоль стеклянной стены. Из каждого этажа видно всю шахту насквозь. В 2005-м туристка из Германии встала слишком близко к краю смотровой площадки на 12 этаже, наблюдая за движущейся кабиной. Поручень ограждения был установлен с отступом от края в 30 сантиметров. Стандарт того времени не предусматривал защиты от случайного падения предметов и людей вдоль лифтовой шахты. Женщина потеряла равновесие и упала на крышу проходящей мимо кабины лифта с высоты около 8 метров. Выжила. Крыша кабины из алюминиевого профиля частично самортизировала удар. После этого случая отель установил дополнительные заграждения высотой 1,5 метра на всех открытых смотровых уровнях атриума. 5 место. Лифт психиатрической больницы Транквилла в австралийском городе Гулберн. Здание закрыли в 1991 после скандала с условиями содержания пациентов. Лифт в главном корпусе, грузовой, установленный еще в 1932. Использовался для перевозки пациентов в смирительных рубашках между этажами. Внутри кабины до сих пор сохранились металлические кольца, вмонтированные в стены на уровне пояса. К ним пристегивали пациентов во время транспортировки. Когда здание передали под реставрацию в 2014, рабочие отказались пользоваться этим лифтом. Не из-за суеверий. Из-за конкретной технической проблемы. Кабина самопроизвольно приходила в движение без нажатия кнопок. Электрики проверили проводку трижды и не нашли причины. Лифт отключили от сети, но через неделю охранник зафиксировал его на другом этаже, чем накануне. Физического объяснения этому факту в документах реставрационной компании нет. 4 место. Лифт башни Big Win в китайском городе Чжухай. Это панорамный лифт снаружи здания казино. Стеклянная кабина движется по фасаду на высоту 108 метров. В 2016 во время планового подъема группы туристов из 18 человек система управления зафиксировала превышение допустимой нагрузки и активировала аварийный стоп на высоте 73 метров. Кабина зависла над городом. Процедура экстренной эвакуации с такой высоты снаружи здания занимает значительно больше времени, чем изнутри. Спасателям потребовалось подогнать автовышку и организовать переход через узкий технический мост. Эвакуация заняла 2 часа 40 минут. Если после этих историй вы задумались о том, как выбраться из лифта, когда он не работает, то у нас есть для вас план Б. Заходите на playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и не забудьте, при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус 500 токенов. Не упустите шанс. Все это время туристы стояли в стеклянной кабине на высоте 25-этажного дома, видя под ногами город сквозь прозрачный пол. 3 госпитализировали с острыми паническими атаками. 3 место. Лифт в жилом доме в Бухаресте, Румыния. В 2009-м 38-летняя женщина вошла в кабину лифта на 7 этаже. Двери начали закрываться, и в этот момент она поняла, что забыла ключи. Шагнула обратно в коридор. Фотоэлемент, который должен был остановить двери при обнаружении препятствия, не сработал. Двери зажали женщину поперек туловища. Лифт пошел вниз. Она застряла между кабиной и дверным проемом шахты. Ее тело оказалось зажато между движущейся кабиной и неподвижной стеной шахты. Соседи услышали крики и нажали кнопку экстренной остановки через 8 секунд. Женщина выжила, но провела в больнице 4 месяца с множественными переломами ребер и повреждением внутренних органов. Экспертиза показала, фотоэлемент двери был неисправен минимум полгода. Жалобы жильцов в управляющую компанию подавались дважды. Оба раза без результата. 2 место. Лифт небоскреба Шанхай Тауэр в Китае. Это самый быстрый лифт в мире на момент открытия в 2015-м.
Скорость подъема 18 метров в секунду от первого до 132 этажа за 55 секунд. При такой скорости перепад давления внутри кабины настолько резкий, что без специальной системы герметизации у пассажиров лопаются барабанные перепонки. Система герметизации работает исправно, но только если пассажир стоит спокойно. В 2017-м мужчина с гипертонической болезнью потерял сознание во время подъема на 80-м этаже из-за резкого перепада давления. Он упал и ударился головой о поруч. Скорая помощь не могла добраться до него быстрее, чем за 7 минут. Столько занимает спуск лифта, ожидание бригады и повторный подъем. Мужчина выжил. Но с тех пор у входа в скоростной лифт Шанхай Тауэр висит предупреждение. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями подъем запрещен. Первое место — лифт Empire State Building в Нью-Йорке. И это не тот случай, о котором вы думаете. Незнаменитое падение 1945-го, когда военный самолет врезался в здание и оборвал тросы кабины с лифтером Бетти Лу Оливер, где она выжила после падения с 79-го этажа и до сих пор держит рекорд выживания при падении лифта. Речь о другом. В 2003-м, во время масштабного отключения электроэнергии на северо-востоке США, здание обесточилось за 4 секунды. В этот момент в шахтах находились 27 кабин с пассажирами. Аварийные генераторы запустились через 40 секунд. Но система управления лифтами не перешла на резервное питание автоматически. Диспетчеры вручную выводили каждую кабину на ближайший этаж и открывали дверь. Последних пассажиров освободили через 3 часа 18 минут. Один мужчина на 22-м этаже взломал панель управления и попытался самостоятельно открыть двери. Он не знал, что кабина остановилась в 1,5 метрах ниже уровня этажа. Шагнув в темноту, он упал и сломал обе ноги. Но этот список был бы неполным без лифта, который не падал, не застревал и не зажимал людей дверями. Лифт в токийском деловом центре Мори Тауэр в районе Роппонги-Хиллз остановил свою работу в августе 2006-го по другой причине. 32-летний мужчина входил в кабину, когда двери начали закрываться раньше положенного времени. Фотоэлемент не сработал, двери зажали его, и лифт пошел вверх. Мужчина погиб. Расследование установило производственный дефект в механизме дверей конкретной модели лифта, той же самой, что была установлена в 192 зданиях по всей Японии. Производитель, компания Синдлер, отозвал все кабины этой серии. Проверка выявила аналогичные дефекты в дверных механизмах 38 лифтов из 192. 38 лифтов в жилых домах, офисах и торговых центрах по всей стране были готовы повторить то же самое с любым следующим пассажиром. В том же 2006-м похожий инцидент произошел в Сеуле. 15-летняя девочка вошла в лифт жилого дома, двери закрылись на ее школьном рюкзаке. Лифт тронулся. Рюкзак затянуло в механизм дверей, девочку прижало к стене шахты. Она кричала 2 этажа, пока сосед на 3-м не услышал и не нажал кнопку вызова, остановив кабину. Девочка получила переломы обеих рук и множественные ссадины. Корейские власти после этого случая провели внеплановую проверку всех лифтов в жилых домах Сеула. Из 12 тысяч проверенных кабин неисправности дверных датчиков обнаружили у 4300. Больше трети всех лифтов в городе. Цифра, которая меняет отношение к привычному утреннему спуску на 1-й этаж. В Чикаго есть здание, где лифт убил человека за 1 секунду. И никто этого не увидел. Офисный центр на Северной Мичиган-авеню, 2003 год. Сотрудница страховой компании вошла в кабину, нажала кнопку своего этажа. Двери начали закрываться. В последний момент она решила придержать дверь для коллеги, просунула руку в закрывающийся проем. Фотоэлемент среагировал, и двери открылись снова, но кабина уже начала движение вверх. Механизм лифта этой модели допускал одновременное открытие дверей и начало движения кабины при определенной последовательности команд. Женщина шагнула обратно в коридор в тот момент, когда пол кабины ушел вверх. Она упала в шахту. Высота до дна — 22 этажа. Производитель лифта урегулировал иск семьи во внесудебном порядке на сумму, которую так и не раскрыл публично. Модель лифта с рынка не отозвали. В московском жилом доме в Южном Бутово в 2019-м лифт убил мужчину за время, которое уходит на 1 шаг. Он нес в руках большую коробку и не увидел, что кабина остановилась на 20 сантиметров выше уровня этажа. Шагнул вперед, споткнулся о край, упал внутрь кабины лицом вниз. Коробка осталась торчать в дверном проеме. Датчик зафиксировал препятствие и остановил двери. Но кабина продолжила движение вверх. Коробку затянуло в механизм. Мужчина получил удар краем дверного проема по затылку. Черепно-мозговая травма. Скончался в больнице через 6 часов. Следствие установило, несовпадение уровня кабины с уровнем этажа было известно жильцам давно. На этот лифт жаловались в управляющую компанию 7 раз за 2 года. Ни одна из жалоб не повлекла ремонта. В Бразилии, в Сан-Паулу, в 2012-м произошел случай, который изменил федеральное законодательство о лифте. Грузовой лифт в торговом центре Ибирапуэра перевозил палету с товаром. Грузчик придерживал тележку рукой, стоя снаружи кабины, пока его напарник нажимал кнопку нужного этажа изнутри. Стандартная операция, которую они проделывали десятки раз. В этот раз датчик веса зафиксировал нагрузку как достаточную для движения раньше, чем первый грузчик убрал руку с тележки. Кабина пошла вверх. Руку затянуло между кабиной и стеной шахты.
ампутация на уровне локтя. Расследование выявило, что грузовые лифты в Бразилии на тот момент не имели обязательного требования о наличии датчика присутствия человека снаружи кабины. После этого случая такое требование ввели законодательно, но только для лифтов, устанавливаемых после 2014-го. Все существующие грузовые лифты остались без изменений. В гонконгском жилом комплексе Amoy Gardens в 2008-м ребенок 3 лет вошел в лифт раньше матери. Двери закрыли. Мать успела схватить ребенка за руку. Лифт тронулся с закрытыми дверями, зажав руку между кабиной и порогом этажа. Мать не отпустила. Ее протащило вдоль стены шахты 1,5 метра вверх до следующего этажа, где автоматика зафиксировала нештатную нагрузку и остановила кабину. Ребенок не пострадал. Мать получила глубокие порезы обеих рук и вывих плеча. Местные власти после этого инцидента проверили все лифты комплекса. В 8 из 23 кабин датчики дверей работали с задержкой от 1,5 до 3 секунд сверх норм. 3 секунды — это именно то время, которое нужно лифту, чтобы набрать скорость и сделать травму неизбежной. В Каире в 2012-м лифт в жилом доме района Гелиополис превратился в ловушку для 7 человек на 28 часов. Кабина остановилась между 2-м и 3-м этажами в пятницу вечером, в начале выходных, когда управляющая компания не отвечала на звонок. Аварийная кнопка работала, но диспетчер зафиксировал вызов как технический сбой низкого приоритета и поставил его в очередь на понедельник. Телефоны у пассажиров сели один за другим. Сначала через 4 часа, потом через 8, последний через 14. В кабине находились 2 пожилых людей, женщина с грудным ребенком, 2 мужчин среднего возраста и подросток. Температура в шахте к середине следующего дня поднялась до 41 градуса. Женщина с ребенком потеряла сознание на 18-м часу. Один из мужчин разбил зеркало в кабине и использовал осколок, чтобы отогнуть металлическую панель вентиляционного отверстия, увеличил приток воздуха на несколько сантиметров. Их обнаружили случайно. Сосед с верхнего этажа услышал плач ребенка и вызвал спасателей. Все выжили. Диспетчер управляющей компании был уволен. Уголовного дела не возбудили. В Лондоне в 1987-м пожар на станции метро Кингс-Кросс унес 31 жизнь. Большинство людей знают об эскалаторе как источнике огня, но мало кто знает о лифте. Пассажиры, которые не воспользовались эскалатором, спустились к платформам на лифт. Когда пожар распространился, лифтовые шахты стали дымоходами. Тяга затянула дым и огонь вниз с такой скоростью, что люди на платформах оказались отрезаны быстрее, чем успела среагировать служба эвакуации. 4 погибших были найдены непосредственно в лифтовых шахтах. После этой катастрофы британские стандарты пожарной безопасности для лифтов в общественных зданиях были полностью переписаны. Лифтовые шахты теперь обязательно оснащаются системой избыточного давления, которая не дает дыму проникать внутрь. До 1987-го такого требования не существовало ни в одном британском нормативном документе. В Петербурге в 2016-м лифт в доме на Васильевском острове стал ловушкой не из-за неисправности, а из-за конструкции. Старый лифт советской постройки имел шахту с минимальным зазором между кабиной и стеной. 8 сантиметров. Мужчина, возвращавшийся домой, попытался помочь соседке с тяжелыми сумками и придержал внешнюю решетчатую дверь шахты, пока кабина еще двигалась. Его руку затянуло в зазор между движущейся кабиной и стеной шахты. Кисть была раздроблена полностью. Лифт остановился автоматически только тогда, когда нагрузка на двигатель превысила допустимый порог. Хирурги работали 9 часов. Руку удалось частично восстановить, но подвижность кисти была утрачена навсегда. Лифту на тот момент было 43 года. По нормативам он подлежал замене еще 12 лет назад. В Бангкоке в 2019 торговый центр Сиам Парагон эвакуировали из-за лифта, который отказался останавливать. Кабина с 9 пассажирами проехала свой этаж, не открыв дверей, затем следует. Система управления перестала реагировать на команды. Лифт прошел все этажи снизу вверх, достиг машинного отделения и ударился о верхний буфер. Удар был достаточно сильным, чтобы вывести из строя осветительную систему кабины. Пассажиры оказались в полной темноте. Аварийное торможение сработало за долю секунды до удара и погасило скорость с 4 метров в секунду практически до нуля. Все 9 человек не получили физических травм. Причиной стал перегрев процессора системы управления. Температура в машинном отделении в тот день достигла 52 градусов из-за неисправного кондиционера. Процессор стоимостью $200 едва не стал причиной гибели 9 человек в торговом центре стоимостью $1,5 миллиарда. Самый страшный лифт в истории не сорвался в шахту и не зажал человека дверями. Он просто упал. И люди внутри выжили только потому, что физика оказалась милосерднее, чем должна была быть. Чикаго, 1945. Здание муниципального суда на Дирборн-стрит, 17 этажей. 18 октября в 8 утра лифт с 12 пассажирами начал подъем с 1-го этажа. На 3-м этаже лопнул главный несущий трос. Не перетерся постепенно, лопнул мгновенно от металлической усталости в точке крепления к барабану лебедки. Кабина весом 2 тонны с 12 людьми внутри начала, падение с высоты около 9 метров. Система аварийного торможения конструкции Элиши Отиса, та самая, которую изобретатель лифта продемонстрировал публике еще в 1854-м, разрубив трос топором на глазах
глазах у толпы. Сработало через 0,4 секунды после начала падения. Стальные захваты вонзились в зубчатые направляющие по бокам шахт. Кабина остановилась в 1,5 метрах от дна шахты. Скорость в момент остановки составляла около 7 метров в секунду. Перегрузка при торможении порядка 20 единиц. Для сравнения, пилоты истребителей теряют сознание при 8 единицах. Все 12 человек выжили. 7 получили переломы ног, ребер, рук. 2 отделались ушибами. 3 не получили вообще ничего. Они стояли в центре кабины и успели присесть в момент удара, что распределило нагрузку на ноги вместо позвоночника. Расследование установило, трос был установлен в 1928 и никогда не менялся. 17 лет непрерывной эксплуатации. Регламент того времени не устанавливал обязательного срока замены троса. После этого случая Чикаго, первым из американских городов, ввел обязательную замену лифтовых тросов каждые 10 лет вне зависимости от их видимого состояния. Но история с падающими лифтами не закончилась в 1945-м. В 2012-м в Шанхае лифт в жилом Ошмиме района Пудун упал с 19-го этажа. Внутри находился один человек, 27-летний мужчина. Трос не рвался. Его намотало в обратную сторону из-за сбоя в системе управления приводом. Кабина пошла вниз с нарастающей скоростью. Аварийные захваты не сработали. Направляющие в шахте этого дома были установлены с отклонением от стандарта на 4 мм. 4 мм. И захваты просто не зацепились за рейки. Мужчина упал с 19-го этажа на дно шахты. Буферные пружины на дне амортизировали последние 2 метра падения. Он выжил с раздробленными пятками, переломами обеих ног и компрессионными переломами 3 позвонков. Врачи объяснили выживание одним фактором. Он инстинктивно присел на корточки и схватился за поручень в момент, когда почувствовал неконтролируемое ускорение. Это перераспределило удар с позвоночника на ноги. Строительная компания, возводившая дом, к тому моменту обанкротила. Компания, обслуживавшая лифт, выплатила компенсацию в размере эквивалентном 18 тысячам долларов. Мужчина не смог вернуться к работе. Он работал грузчиком. 4 мм отклонения в направляющей. 18 тысяч долларов за сломанную жизнь. И лифт в этом доме после ремонта шахты снова запустили в эксплуатацию, потому что здание было признано технически исправным, а сам инцидент классифицирован как устраненная неисправность. Вначале был вопрос, какой лифт в мире убил больше всего людей. Ответ не тот, что вы ожидали услышать. Это не один конкретный лифт с адресом и датой. Это лифты в ваших собственных домах. По данным Американского Национального института безопасности труда, ежегодно в США в авариях с лифтами погибают в среднем 27 человек и получают травмы около 10 тысяч. 75% смертей приходится не на пассажиров, а на техников и обслуживающий персонал. Но оставшиеся 25%, это обычные люди, которые просто нажали кнопку и вошли в кабину. В России Ростехнадзор фиксирует в среднем 150 аварий с лифтами ежегодно. Из них треть происходит в жилых домах. Средний возраст лифтового парка в российских многоквартирных домах по данным 2022 – 26 лет. Нормативный срок службы лифта – 25 лет. Это означает, что средний лифт в российском жилом доме уже выработал свой ресурс. Элиша Отис изобрел систему аварийного торможения в 1853 именно для того, чтобы сделать лифт безопасным после серии смертельных падений. Его система работает до сих пор практически без изменений в большинстве лифтов мира. За 170 лет человечество не придумало ничего принципиально лучше. Захваты, зубчатые направляющие, трос с 6-кратным запасом прочности. Система, которая спасла жизни 12 людей в Чикаго в 1945 и одного мужчины в Шанхае в 2012. Но система Отиса не защищает от изношенных направляющих с отклонением в 4 мм. Не защищает от неисправного датчика двери, который не проверяли 3 года. Не защищает от управляющей компании, которая получила 7 жалоб и не отреагировала ни на одну. Не защищает от процессора за $200, перегревшегося из-за сломанного кондиционера в машинном отделении. Каждый лифт из этого списка был технически исправен по документам в день аварии. У каждого был подписанный акт технического освидетельствования. Каждый прошел проверку. Формально. Бетти Лу Оливер выжила после падения с 79-го этажа Empire State Building в 1945. Воздушная подушка, образовавшаяся в шахте под падающей кабиной, замедлила скорость достаточно, чтобы она осталась жива. Ее рекорд выживания при падении лифта до сих пор занесен в книгу рекордов Гиннесса. Она умерла в 2019-м в возрасте 99 лет от старости. Мужчина из Шанхая, упавший с 19-го этажа из-за 4 мм отклонения в направляющих, больше не работал. Его компенсация составила $18 тысяч. Разница между этими двумя историями не в конструкции лифта и не в высоте падения. Разница в том, кто обслуживал шахту и насколько точно были установлены 4 металлические рейки. В следующий раз, когда двери лифта закроются за вами, вы не будете думать об этом. Никто не думает. Именно поэтому этот список существует.